Стрельба в парламенте, убит депутат, приговор насильнику во Франции, а пропавший самолет на Камчатке найден. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Владимир Путин сегодня провел прямую линию. В течение 4 часов и 27 минут в гостином дворе он отвечал на вопросы журналистов, блогеров, общественников и якобы простых граждан. Как обычно, говорил сразу обо всем. От войны до порно-сайтов, от замедления Ютьюба и до инфляции. В частности, президент признался, если бы мог, напал бы на Украину еще раньше. Если бы можно было посмотреть на ситуацию, конечно, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал, это о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше. Впервые на прямой линии Путина прозвучали слова о колоссальных потерях России на войне. Жаль, что из уст американского журналиста, и они не были переведены российским зрителям трансляции. Mr. President, you have failed to reach the objectives of your special military operation. Large numbers of Russians have died, including a general assassinated here in Moscow this week. Владимир Путин, как это часто с ним бывает, всю неудобную информацию проигнорировал и ответил в свойственном ему духе: «Все равно мы первая армия мира». Я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла. Рассуждение о том, что бегство Асада и падение его режима в Сирии – это проигрыш России, Путин назвал проплаченной пропагандой, а также заверил, что своих целей Кремль достиг. Тем, кто, повторяю, платит заработную плату, хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. Я напомню лишь, что сирийскую оппозицию до самого последнего момента и МИД, и российская пропаганда называли исключительно вооруженными террористами. И переобулись на лету они лишь после окончательного свержения режима. Ну и еще немного о двуличии российских элит. Один из организаторов прямой линии, глава Первого канала Константин Эрнст, бегал сегодня по гостиному двору, размахивая айфоном. Фотографы поймали Эрнста с вражеским гаджетом. Меж тем и месяца не прошло с тех пор, как он публично заявлял, что Стив Джобс хуже Гитлера. А iPhone, я процитирую, чудовищное изобретение. Вот, например, я считаю, что iPhone чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила значительную часть межчеловеческих связей. Вот такой вот мир кривых зеркал. Директор детского сада в Дагестане извинилась за то, что заставила малышей смотреть прямую линию Путина. Сегодня интернет облетели вот эти кадры. Бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. После поднявшегося шума директор детсада извинилась, а видео из аккаунта администрации Бабаюртовского района Дагестана удалили. Это было впервые, извините, дети сидели недолго, вот что сказала директор учреждения. Впрочем, как выяснило издание «Верстка», дагестанские дети не исключение. Прямую линию с Путиным показали в десятках российских школ, детсадов, больниц и домов-интернатов. Фото и видеоотчеты они с гордостью публиковали на своих страницах во ВКонтакте. Белгородская область сегодня днем попала под удар украинских дронов. Информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале. По его словам, в результате падения беспилотников в Белгороде повреждены 7 автомобилей, а также одно здание. В Шебекинском округе после прилета снаряда пострадали 2 частных домовладения. И еще одно домовладение пострадало в Валуйском округе. Жертв и пострадавших среди населения, по предварительным данным, нет. В парламенте Абхазии произошла стрельба, 1 депутат погиб. Все случилось сегодня днем. Огонь из пистолета открыл депутат Адгур Харазия. По словам очевидцев, он начал палить во все стороны. И ранил 2 своих коллег. Один из них, депутат Вахтан Голландия, от полученных пулевых ран скончался в больнице. Еще один был ранен в руку и также доставлен в реанимацию. Стрелявший скрылся с места преступления. Президент Абхазии провел срочное совещание с силовиками. Причина спора – закон о полном запрете майнинга криптовалют в республике.
И еще одна новость про депутатов. Личный телеграм-аккаунт депутата Единоросса Андрея Гурулева взломали. Об этом он написал у себя в телеграм-канале и попросил не реагировать на сообщения, в том числе голосовые от него, и не отправлять, цитата, никакие данные и денежные средства. Конец цитаты. Кстати, по совпадению, сегодня в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что у него нет знакомых, которые бы пострадали от мошенников. Но если пуститься в теории заговора и предположить, что Путин с Гурулевым знаком, то можно усмотреть в сегодняшнем взломе шпильку лично в адрес диктатора. Участника войны в Украине впервые избрали мэром города. Такое счастье свалилось на жителей города Туринска из Свердловской области. Мэром стал Владимир Моисеев, который специально приехал с войны, чтобы участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы. Выдвижение бывшего контрактника инициировал лично губернатор региона Евгений Куйвышев. За Моисеева проголосовали 12 из 16 депутатов. В 2017 году он избирался в Гордуму от «Единой России». Ранее сам Путин назначил своим представителем на Урале донбасского сепаратиста Артема Жогу, который в 2023 году публично просил его баллотироваться на 5-й срок. Пока это один из самых высоких постов во власти среди всех участников путинской войны. На Камчатке нашелся пропавший сегодня утром с радаров самолет. К месту жесткой посадки выдвинулась группа спасателей МЧС. Легкомоторный Ан-2 следовал по маршруту Мелькова-Осора. В установленное время экипаж не вышел на связь. Самолет перевозил коммерческий груз. На борту 3 человека. Ближе к вечеру, спустя несколько часов тишины, самолет подал сигнал бедствия. В районе ЧП снежная буря, что сильно усложняет поисково-спасательные работы. Ну а капитан затонувшего танкера «Волга-нефть» 10 дней уговаривал разгрузить судно из-за поломки на борту. Издание «База» опубликовала скриншоты переписки экипажа танкера с руководством компании. Из этих скринов следует, что капитан планировал выгрузить груз до 25 ноября, чтобы успеть выйти из Керченского пролива в Азовское море. Но выгрузка застопорилась. То погода мешала, то разгружали другие корабли. В итоге 1000 тонн мазута вытекли в Черное море, что и стало причиной страшной экологической катастрофы. Сегодня у берегов Анапы нашли первого мертвого дельфина, погибшего из-за разлива мазута. Ну, в общем, он весь в мазуте полностью. Он его даже не счищается. Ничего. Он полностью залеплен, у него все забито полностью мазутом. Нефтепродукты уже добрались до центральных пляжей Анапы. Их как могут расчищают волонтеры. На данный момент загрязнены более 50 километров береговой линии вдоль побережья. Ликвидацию последствий осложняет шторм. Экологи предупреждают, полностью собрать мазут не удастся никогда. А зона поражения может дойти до Сочи. Во время прямой линии Путин признал экологическую катастрофу. По его словам, спасательные работы начнутся после того, как уляжется волнение на море. На фоне похолодания коммунальная инфраструктура Подмосковья не выдерживает. В Химках в жилом комплексе Новосходнинский прорвало трубы в подземном паркинге. Кипяток залил пол. А в Шатуре от аналогичных проблем пострадали местные лицей и школа. В администрации заявили, что в лицее авария произошла из-за того, что сбой в системе вентиляции повлек за собой сбой в системе отопления. Каким образом это случилось, впрочем, история умалчивает. Поэту и автору дореволюционного советчика Вячеславу Малахову, осужденному на 2 года колонии, утвердили приговор. Его осудили по статье о повторной дискредитации армии из-за 2 постов в его телеграм-канале. Апелляция должна была состояться еще в понедельник, 16 декабря. Однако утром стало известно, что Малахова этапировали из Москвы в Вологду. Как сообщила его адвокат Татьяна Соломина, об этапировании не уведомили даже Мосгорсуд. А по словам одного из приставов Мосгорсуда, практика этапирования подсудимых без оповещения суда и перед заседанием стала в последнее время очень распространенной, и она страшно бесит судей. Теперь Малахова повезут в колонию в Коми. Об этом сообщили в группе поддержки поэта со ссылкой на слова адвоката. Во Франции же суд огласил приговор насильнику Доминику Пелико. 20 лет тюрьмы, максимально возможный срок. Это дело стало одним из самых громких в Европе за последние годы. За оглашением приговора в прямом эфире следила вся Франция. Пелико много лет накачивал свою жену Жизель транквилизаторами и приглашал незнакомцев ее насиловать. Сам Пелико, как и несколько других обвиняемых, признал вину. Всего по делу проходили 50 мужчин самых разных возрастов и профессий. В течение 10 лет они приходили в дом Пелико и насиловали его спящую жену. Доминик снимал это на камеру. В браке с Жизель, ей сейчас 72 года, он состоял 50 лет. Полиция обнаружила видеозаписи в 2020 году, после того, как Пелико задержали в супермаркете за тайную съемку под юбками женщин. На записях насчитали 72 насильника, но всех опознать не смогли. Напротив суда активисты вывесили большой плакат с надписью «Мерси, Жизель». Спасибо, Жизель.
Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Смотрите также другие новости с нашего канала. Обязательно подписывайтесь и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Прямо сейчас вы видите QR-код у вас на экране. Также вы найдете ссылку в описании к этому видео. Оставайтесь с нами. Всего хорошего и берегите себя.